Сегодня будем говорить о том, насколько хорошо у современных японцев получается делать игры про средневековую Италию. Вообще это становится доброй традицией, в любой непонятной ситуации делай игру про средневековую Италию. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Geek Media, с вами Павел, и сегодня мы будем смотреть игру Амальфи Ренессанс, евро про средневековую Италию, от 1 до 4 игроков. По надписям на коробке, судя так, вот 14 плюс возраста играющих, но я думаю, что она как бы сложная, но не настолько, чтобы прям вот обязательно 14 сажать. Я думаю, что там 13-12 как бы вполне возможно. По продолжительности игра от 90 до 120 минут. Но как бы приигравшись и на меньшее количество игроков, я думаю, можно даже, наверное, за час сыграть. Сложность игры, правил игры 3,29 на данный момент из 5 баллов возможных по голосованию на сайте Board Game Geek. Наверное, это более-менее честная оценка. Это действительно не самое простое евро. Евро сделал Такео Ямада. Это обозреватель настольных игр, коллега, можно сказать, из страны восходящего солнца. А надо сказать, что вот игра, прям чувствуется, что ее делал человек, через руки которого прошло много-много игр, ну там как через наши. Потому что, ну как бы она откровенно, вот лишена откровенных косяков, откровенных минусов. Ну там как бы все очень аккуратно сделано. Видно, что человек учел вообще многие ошибки, которые попадались ему в играх, которые он обозревал. Художником выступил его коллега, тоже японец, у него в резюме несколько игр, у него такая любопытная фамилия, Росинанте его, по-моему, зовут. Ну вот, они вдвоем как бы соорудили, два японца соорудили игру про средневековую Италию. А издало на русском языке все это издательство Эврикус, которое вообще славится вкусом и умением отыскивать и вытаскивать на свет Божий такие вот не хайповые игры, но с некоторой изюминкой и таким вот переподвывертом, ну увидите. Что же это за слово такое, Амальфи? Амальфи — это город в Италии, он находится чуть южнее Неаполя. Как и многие другие прибрежные города, Амальфи в средневековье был морской республикой. Они там торговали, воевали не всегда успешно, прям вот даже, скажем, совсем неуспешно, их там завоевывали, грабили, и в конце концов их интегрировало в себя княжество Салерно, там рядышком Салерно находится, и вот с тех пор они относятся в провинции Салерно, то есть в современной Италии вот Амальфи и Амальфитанское побережье относятся к Салерно. Как вы видите, Амальфи очень красивый город, вот тут на коробочке есть изображение этих замечательных домиков. И ввиду того, что в средневековье как бы Амальфи очень не повезло, и все-таки их там пограбили, захватили и так далее, вот в этой игре разбирается, ну, некий альтернативный вариант истории. Вы будете пытаться возродить Амальфи, поэтому Амальфи Ренессанс, Амальфи Возрождение. Вы будете пытаться не дать Амальфи пасть на колени, ну и прям подняться с колен. Вот вся игра посвящена этому. Игра, ну, такой прям true hardcore, правила сложные. Пути к победе совсем не очевидные. И поэтому, ну, можно, наверное, отнести к продвинутым, но хардкор — это тоже честное определение. По геймплею это плотно такое сбитое евро на размещение рабочих с менеджментом, с финальными целями, с традиционным ожерельем сопутствующих всяких мелких евромеханик. Все очень хорошо подогнано одно к другому, но вот об этом давайте поговорим в следующем разделе — в геймплее. Итак, как же вы будете возрождать Амальфи и поднимать его экономику и культуру с колен? У каждого игрока будет планшет, на котором располагаются корабли, которые вы сможете отправлять в плавание для того, чтобы выполнять различные задачи. Здесь маяки, которые вы можете строить, амбар с хлебушком, который вам обязательно понадобится.
Есть также общее игровое поле, на котором расположены маршруты. Есть маршруты фиксированные, есть динамические, они тут будут немножко меняться. И есть маршруты такие частные, которые можно будет брать себе. Это будет ваш личный маршрут. Но забегая вперед, другие люди тоже смогут, другие игроки смогут плавать на ваш же частный маршрут. Помимо этого здесь есть некие предметы искусства, которые вы сможете приобретать. И здесь есть люди, которых вы сможете приглашать в Амальфи. Это какие-то талантливые люди из Средневековья, какие-то знаменитости, которые своими талантами смогут помочь как раз поднять культурную часть Амальфи. Опять хочется почему-то сказать с колен, не знаю почему. Вся игра будет построена из череды раундов. В каждом раунде будет происходить примерно одно и то же. Игроки по очереди будут выполнять некоторые действия до тех пор, пока все не скажут пас, когда закончится возможность или желание делать эти действия. Про действия я сейчас отдельно расскажу. В следующей фазе раунда, когда все спасовали, все действия сделаны, после этого вам обязательно нужно будет накормить ваших моряков. В зависимости от количества кораблей, которые у вас есть и плавают, вам придется отдать там количество хлеба. Не отдадите, будет плохо, потеряете победные очки. Ну, в общем, людей надо кормить, это понятно. Третья часть раунда — это так называемая фаза указов. Вот здесь вот лежат 4 указа, которые участвуют в этой игре. Там могут быть другие, они выбираются рандомно, произвольно в начале игры. И в конце каждого раунда, вот 4 раунда мы играем, в конце каждого раунда разбирается соответствующий указ. Что это за указы? Это, конечно, как в любом городе, в Амальфи есть своя собственная бюрократическая верхушка, которая думает, что она знает лучше всех, каким образом, значит, нужно возрождать Амальфи. И они дают некие задания, там, построить чего-то, сделай чего-то, привези чего-то, и за это получишь там каких-то победных очков. Вот, соответственно, каждый раунд вы будете в том числе ориентироваться на задание текущего раунда. И в третью фазу вы будете разбирать, кто из вас там сколько получил очков с этого указа. На этом, собственно, раунд заканчивается, начинается следующий раунд, опять действие, потом опять покормить, потом очередной указ. Вот так вот все время и играем. А теперь давайте разберем действия, возможные действия, которые можно делать в каждом раунде. Но перед тем, как рассказать про действия, я хочу немножко рассказать про ресурсы. Здесь любопытная механика с этим. Вот те рабочие, которых вы будете, ваши кораблики, это рабочая игра на размещение рабочих, которые вы будете отправлять куда-то там на какие-то локации, вот они будут плавать, они же и являются вам основными донорами ресурсов. Как это происходит? Когда вы там куда-то плывете, вы в том числе можете какое-то количество корабликов отправить куда-то вот сюда, в верхнюю часть вашего планшета. Эта часть планшета называется трюм. Специи, ткани, драгоценности, вино, древесина. Вот у меня сейчас вот здесь вот, где вино, находится 2 кораблика, и я в любой момент времени, это не действие, в любой момент времени, чтобы получить ресурсы, я могу сдвинуть 1 кораблик сюда или 2 кораблика сюда, или там сколько хочу. За каждый кораблик, как указано на планшете, я получу 3 вина. То есть, сдвинув 2 кораблика, я получаю 6 вина. И я должен тут же их потратить. Если я их не потрачу, то они сгорят. Ну, там, собственно, я могу потратить, например, 4 или 5 вина, а остаток я получу хлебом. Это тоже нормальная ситуация, когда вам нужен хлеб, вы можете просто сдвинуть вот так корабль и получить не вино, а получить 3 хлеба, потому что он вам нужен там для чего-то. Еще один способ получения ресурсов, это вы можете кораблики, находящиеся уже вот здесь, эта часть планшета средняя называется бухта, вы можете сдвинуть вот сюда вот еще ниже в порт. Отсюда уже никуда этот кораблик отправить нельзя, он останется здесь до конца раунда. Но сдвигая отсюда сюда корабль, вы получите 3 ресурса, причем любого цвета. Вот просто вот любого из 5, какой вам нужен. И естественно вы тут же тоже должны будете эти ресурсы потратить. А теперь таки давайте про первое действие — плавание. Я верну вот так вот кораблики. Предположим, вот у меня изначально, в начале игры у нас у всех есть по 4 кораблика, и отправить в плавание — это значит взять 1 кораблик и отправить, вот я здесь вам уже положил какое-то количество корабликов, кто-то куда-то поплыл, давайте я уберу, чтобы они не мешались, тут часть пусть останется. Я беру свой кораблик и хочу поплыть куда-нибудь, например, я хочу поплыть за ресурсами, за тканями. Вот этот маршрут говорит: отдай 2 хлеба, и можешь отправить 2 кораблика за тканями.
Происходит это следующим образом. У меня изначально есть сколько-то хлеба, там вот раз, два, я 2 хлеба таким образом убрал. После этого я беру 2 кораблика и отправляю их на ткани. Вот я сыграл действие плавания. Я отправился за тканями. И таким образом я потерял сразу как бы 3 корабля. Ну, 2 не совсем, а 1 совсем. Тот на этот раунд я потерял. Он вернется ко мне только в конце раунда. А вот эти 2 я в любой момент могу получить назад. То есть я вот прям сдвигаю их сюда. Вот сейчас я получил 6 тканей. Должен или могу их куда-то потратить. А эти корабли я тоже смогу опять отправлять в плавание. Куда-то опять сюда загонять. Вот такая история, круговерть такая кораблей происходит. То есть рабочие, которые размещаются, они же являются вам поставщиками ресурсов. Следующее действие — покупка. Здесь не нужно отправлять никуда никаких кораблей. Здесь есть вот такая вот штука, это рыночек из произведений искусства, которые можно приобрести в данный момент на рынке. Наверху каждой карты указана ее цена, в серединке указано то, что вы получите с этой карты, какой-то бонус. И цвет карты обозначает принадлежность к некоторому сету. Это вам тоже как бы некоторым образом пригодится. Каким образом приобрести вот это произведение искусства? Для этого как раз нужно уже иметь кораблики, которые там находятся где-то в каком-то трюме, то есть условно они имеют у себя в запасах какое-то количество товаров. Вот, например, если у меня 2 кораблика, как первый раз я там поплыл, и у меня есть 6 тканей, я могу сказать, что вот что у нас тут за ткань? Вот прекрасный ресурс. Произведение искусства, которое говорит: возьми себе персонажа, отдай за это 6 ресурсов или древесины. В любом соотношении я могу отдать, то есть я опускаю вот эти 2 корабля сюда, говорю, что я получил 6 тканей, отдал эти 6 тканей вот за это, получил 5 победных очков, как указано, сразу на треке их отложил. И эту карту я оставил себе. А в качестве бонуса я могу взять себе одного персонажа. Вот тут есть некий рыночек персонажей, их 4 человека разложено тут. Этот бонус позволяет мне только взять его в руку. Я не сказал, но изначально мы начинаем игру с 6 уже персонажами на руке. И в игре предусмотрена возможность, вот посмотрите на этот набор, вот здесь вот в правом верхнем углу такой значочек красненький. Это сет из 6 карт, которые, ну, как для базовой игры, для начинающих игроков, чтобы попробовать поиграть. Значит, собраны вот такие сеты, много, там 6, по-моему, таких сетов. Вы можете брать разные сеты с разными персонажами и пробовать ими играть. Они достаточно сбалансированы и хорошо подобраны. Потом в дальнейшем, когда это уже надоест, еще много других персонажей. Это все можно замешать, можно драфтить, можно как-то произвольно раздавать и пытаться играть вот с этими персонажами на руке. Так вот, этот бонус позволяет мне взять себе в руку к этим 6 еще одного. Причем, обратите внимание, если я беру крайнего, то здесь я получаю хлебушек. За этого мне нужно отдать хлебушек, а за самого правого нужно отдать 2 хлебушка. И, кстати, похожая ситуация, я не сказал там, вот с произведениями искусства ровно такая же история. Там 1 хлебушек, 2 хлебушка. Отдавай, получай там и так далее. Вот здесь тоже, кстати, что-то отдавай. То есть ничего не отдавай, не получай, только вот этот 1, который я взял. Так что я сыграл честно. За бонус товара я хочу взять, предположим, вот этого вот товарища, Гийом Бюде. За то, что я его взял, я получаю дополнительно хлебушек. Вот, да, это бонус как бы вот этого места. И после того, как я совершил все эти действия, взял этого Гийома, он у меня в руке, здесь все сдвигается вправо, традиционная такая евромеханика рынка. И здесь то же самое, все двигается вправо и открывается новый. Произведения искусства, как вы видели, дают победные очки, у них там в правом верхнем углу написано количество победных очков именно за это произведение искусства. Так зачем же нужны персонажи? И вот сейчас мы как раз об этом поговорим и рассмотрим следующее действие, которое называется приглашение. Для того, чтобы персонаж начал на вас полноценно работать, а вот не был в виде карты у вас на руке, вам нужно его сыграть. В левом верхнем углу персонажа указано некий ресурс, который нужно заплатить для того, чтобы он сыгрался. Давайте я вам покажу все остальные. Да, там большой выбор. Такая же абсолютная история. Если у меня есть
там 2 корабля в тканях, мне нужно 5 хлеба у меня нет, то я как бы, собственно, ну, могу получить мгновенно там нужное количество хлеба. Но только имейте в виду, что изначально амбар у вас достаточно маленький. У вас там не очень много хлеба, у вас будет открываться амбар по мере строительства маяков. Мы до этого не дошли. Ну, вообще амбар может быть большой, туда много хлеба поместится. Ну и вот давайте предположим таки, что у меня есть все еще эти ткани. Я тут понемножку читингом занимаюсь, да? Вот, и я могу эти ткани поменять, я могу сдвинуть один корабль и за это получить 1, 2, 3 хлеба. Вот у меня стало 5 хлеба, на Гийома Бюде не хватает, но вот хватает на Анджело Полициано. Смотрите, какой замечательный. Вот это Анджело Полициано, в левом верхнем углу указано, что он стоит 4 хлебушка для того, чтобы его сыграть. А в правом верхнем углу указан такой зеленый значочек молнии. Это значит мгновенный какой-то эффект. Эффект Полициано, то, что я получаю сразу 2 корабля в вино. То есть я прям бах, 2 корабля, и у меня вот он сыграл. Все. Эта карта сыграна, больше она ничего не сделает. Она мгновенная, одноразовая. Здесь есть разные карты. Вот давайте я вам покажу все типы. Вот эта вот бесконечность в уголку обозначает, что это некая пассивка. Пока он лежит, все время работает свойство. Для этого надо сыграть за 3 ткани, естественно. Он будет лежать и будет работать. Не плати дополнительные товары, когда покупаешь красное произведение искусства. То есть вот эти вот 3... я не буду платить дополнительную вот эту единичку, двойку. То есть для меня вот эти 3 слота будут стоить, ну, как бы просто базовую цену, столько, сколько написано на самой карте. В принципе, полезный пассажир. Еще одна пассивочка, еще один мгновенный пассивочка. Вот любопытный. Значит, вот эта ручка в углу обозначает, что этот персонаж может быть активирован. Активирован он может быть или 1 раз за раунд, или больше. Ну, как бы стандартно 1. После того, как я его сыграл, для этого мне тоже нужно здесь заплатить, соответственно, либо вино, либо хлебушек. Кто это такой тут любит вино-то? Лоренцо Медичи. Конечно. А у него есть некое свойство: игнорируйте дополнительную стоимость, когда берете персонажа. Как это работает активировано? Вы поворачиваете его вот так на бочок, и это значит, что в этом раунде он уже сыграл. В этом раунде он больше сыграть не сможет. Но почему я сказал, что может быть больше одного раза? Потому что есть всякие способы. Вот здесь есть такие значки, когда вы строите там 3-й маяк, то у вас есть возможность развернуть одного персонажа, и в этом же раунде его можно будет еще раз использовать. И такие вот встречаются. Они встречаются где-то на картах, встречаются на планшете. В нужные моменты как бы вам это может очень здорово помочь. И последний значок, про который стоит рассказать, вот в левом верхнем углу такой крестик. Это по существу персонажи карты финальные цели. Вот в частности вот это Папа Лев 10 говорит: получи 4 победных очка за каждый твой красный товар. Ну вот, сыграть его, кстати, недешево. 8 товаров, правда, любых. Вы можете вот отсюда 3, отсюда 3, отсюда 3. Вот у меня 9 товаров. Я сыграл папу, и еще один хлебушек даже у меня кэшбэка остался. На этом про действие приглашения персонажа все. Тоже не нужны никакие корабли. Вы просто там сдвигаете, платите товары, играете персонажей, они будут лежать перед вами, будут вам помогать. Следующее действие — исследование. Здесь есть 5 маршрутов, каждый из которых вы можете выбрать. Ровно такая же механика: за самый крайний правый вы получите хлебушек, за вот эти 3 вам придется что-то доплачивать. Здесь таких маршрутов гора. По мере того, как будут забирать, все тоже будет сдвигаться, будут добавляться новые маршруты. А еще маршруты отсюда же будут перекочевывать вот сюда. Вот эти 3 маршрута: отдай 4 хлебушка и отправь 3 корабля за специями. Вот он будет работать очень недолго, только в первом раунде. Во втором раунде на его место попадет там чего-нибудь другое, и это будет вот какой-то другой маршрут, и уже можно будет туда плавать. Когда вы хотите провести исследование, вам опять же таки не нужны никакие корабли. Вы должны заплатить указанное в левом верхнем углу стоимость покупки этого маршрута, в правом углу победные очки, которые вы получите. После этого вы этот маршрут кладете рядом со своим планшетом, и теперь на этот планшет можно плавать ровно так же, как на все остальные маршруты на игровом поле. То есть я могу в какой-то момент отправиться вот сюда, и произойдет то, что здесь написано. Здесь сказано: ты можешь отправить 1 корабль за деревом,
и при этом еще получить 3 хлеба. Ну, очень неплохой маршрут. Я, если поплыву на него сам, то, в принципе, ну, как бы хорошо, да, здорово. А если кто-то поплывет на этот маршрут, то я получу бонус. Вот если другой игрок свой кораблик отправляет сюда, то я могу к этому делу присосеться. Но я не буду рассказывать там бонусы. Вы там либо хлебушек получаете, короче, либо можете свой корабль отправить туда же, куда он плывет. Вот, удобная вещь. Есть еще маяки. Похожая история, когда кто-то поставил маяк. Если видите, вот здесь везде есть дырочки во всех маршрутах. И планшеты, они двуслойные, здесь все заглублено. И на поле, вот везде здесь есть такие специальные вмятинки под маяки. Везде. Если вы в каком-то месте поставили свой маяк, и кто-то отправляется на этот маршрут, то вы, как владелец маяка, тоже получите соответствующие бонусы. Значит, здесь указано все это на планшете. Я не буду сейчас разбирать всю иконографику и все эти мелочи рассказывать. Но смысл в том, что как бы вы с этого получаете плюс. Во-первых, вы там получаете плюс. Во-вторых, вы освобождаете себе амбар. В-третьих, есть задания конкретные на строительство маяков. Сейчас вот прям мы после этого буквально я расскажу про это. Поэтому строить маяки тоже может быть очень полезно. Отдельного действия строительства маяков нет, но это может встречаться. Вот, например, видите на зеленой карте. Бонус этой карты — это как раз поставь один маяк свой куда хочешь. Еще одно действие — это строительство. Вот эти вот кораблики, которые здесь стоят заглубленные в планшет, это ваша верфь. Вы можете строить корабли отсюда за дерево. Ну, как бы вот придется гонять еще больше дерева, ни для чего по существу не нужно, оно нужно только для строительства кораблей. Но количество появляющихся здесь дополнительно кораблей будет, во-первых, помогать вам, потому что вы будете больше рабочих отправлять на всякие действия, а во-вторых, вы будете больше хлеба платить, потому что теперь как бы нужно накормить большее количество моряков. Последнее действие осталось, это действие активации, но это вот то, про которое на самом деле я уже рассказал. Это когда у вас есть персонаж, вот это повернуть, это тоже действие. Это просто к тому, что если вы поплыли куда-то, кто-то поплыл куда-то, потом вам вроде бы нужно для чего-то активировать персонажа, чтобы, ну, как бы дальше вам это как-то помогло. Не получится активировать и тут же сразу поплыть. То есть вы активируете, а все остальные ваши противники тем временем поплывут и там займут какие-то сладкие места на планшете. И вам каждый раз придется решать, как бы покупать здесь какое-то произведение искусства, нанимать какого-то человека, активировать какого-то человека или бежать занимать какие-то вот локации. Потому что если вы не сделаете вот эти какие-то покупки активации, у вас из-под носа что-то могут увести. Если вы не поплывете на какой-то маршрут, соответственно, ваше место там сладкое, присмотренное уже могут занять, и вам это будет не здорово. Поэтому вот это интересный выбор, каждый раз попытаться переиграть своих соперников, в смысле, да, а вот пойдет ли он сейчас туда, а будет ли он покупать этот товар, ну нафиг ему зеленый товар, ему зеленый не нужен, он там красный собирает, у него цель собрать там 6 красных товаров, это есть как бы в финальных целях, там где-то еще. Ну и собственно 2 действия, одно из которых я уже упоминал, которые не останавливают ваш ход. Вы можете в любой момент сделать прям вот до того, как чего-то куда-то поплыли или что-то сделали, или после. 2 действия, которые не тратят ваше время. Это опустить кораблик из трюма в бухту для того, чтобы получить ресурсы. И второй вариант, если у вас есть на руке персонажи, вы, ну, как бы вы не будете играть вот там вот этих 2 персонажей, они вам ни зачем не нужны, вы понимаете, что как бы не складывается. Вы можете сбросить обоих, вот здесь есть сброс, да, сбросили 2 персонажей и за это получили 2 хлеба. За сброс одного персонажа можно получить 1 хлеб. Можете сбросить хоть всю руку, получить вот адекватное, ну, такое же количество хлеба. И да, ну и естественно вот это вот спустить корабли дальше еще вот сюда на ночевку, это еще получить там 3 ресурса, причем любых. И вот таким образом мы ходим в раунде по очереди, делая вот эти действия до тех пор, пока все как-то будет выглядеть не вот так вот, как бы все корабли где-то расставлены. Эти где-то здесь, нет, здесь скорее всего ничего не будет, вы почти наверняка захотите опустить, получить ресурсы, опустить сюда. То есть в результате ваши корабли все будут находиться, что они либо где-то плывут куда-то, либо они находятся вот здесь вот в самом низу. После этого мы кормим моряков, как я уже говорил, после этого разбираем указы и начинается новый раунд. В новом раунде у вас разворачиваются все персонажи, возвращаются все корабли отовсюду к вам вот сюда в бухту, и вы можете опять их отправлять, выполнять все те же самые действия.
Что еще есть в игре? Еще в игре есть вот такие вот 3 плашечки, их на самом деле сильно больше, вы видите, тут есть темные, есть светлые. Это такие контракты, то контракты и это контракты, но это такие своеобразные контракты, за них можно получить очень много очков, и вы получаете эти очки мгновенно в тот момент, когда вы прям по ходу игры выполняете этот контракт. Вот, например, вот этот контракт, Адмирал, требует построить 10 кораблей и 6 маяков. То есть по существу вы должны построить вообще все, что у вас есть на планшете, и в этот момент, я хочу сказать, что это достаточно сложно выполнимое задание, можно как бы упереться и только этим заниматься, и вы его как бы сделаете, но он отдает много очков. Если вы вдруг выполнили, построили все корабли, все планшеты и все маяки, то вы берете кубик и кладете свой кубик, если вы первый выполнили, вы кладете в самую левую ячейку. И это вам дает сразу мгновенно 24 очка. Это прилично. Не так, что прям дико много, потому что, как вы видите, вот здесь один круг это 100 победных очков. И есть фишечка на 100 и на 200. То есть, на самом деле, ну, как бы вот можно в этой игре, если хорошо играешь, да, дойти там за 200 очков. Поэтому, ну, сами судите, 24, насколько это много. Это прилично, но не безумно. Второй человек, который выполнит это задание там, в следующем ходу или в этом же раунде, как бы, но после вас, он поставит свой кубик во вторую ячейку. Ну, вот видите, я здесь для примера поставил, как будто бы синий первый выполнил задание сыграть одного персонажа в финальную цель. Где у нас тут Папа Лев? Я его уже куда-то сбросил, я его сбросил. Вот если бы у меня был сыгранный Папа Лев и было бы 3 любых товара, ну, 3 любых произведения искусства, то, соответственно, это задание выполнено. Первый, кто выполнил, получает 12 очков, второй 8, третий 4. Сладкие вот эти вот места, сладкие, конечно, хочется прям получить 12, 12, 24, это уже все вместе будет 50 очков, а это уже не это самое. Не мышь чихнула, это прям нормально. Основное все про геймплей я рассказал. Ну, еще раз хочу упомянуть, что персонажи, конечно, как вы понимаете, как во многих евроиграх, персонажи нужны. Они прям вот must have. Там можно накрутить такие клевые камбушечки. Этот персонаж вам дает то, этот дает это, этот тапается, там еще много дает, тот растапывает этого. Ну, в общем, можно накрутить прям сладко. В конце игры, естественно, выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество победных очков. И про геймплей вроде бы все. Давайте расскажу свое мнение об игре. В игре отличные иконы и цветографика, максимально удобно все оформлено, но это в том числе оказывает некую медвежью услугу игре в смысле тематичности. Потому что, ну, вот настолько удобно вот это вот то, что это красное, оно соответствует красному ресурсу, там это зеленое, это вот такое. И ты уже не думаешь об этом как о произведении искусства. Ты не думаешь о том, что, ну, вот это вот что-то такое реальное происходит. Ты думаешь, так, я возьму вот оттуда красную карту, вот здесь я потрачу вот это, здесь вот то. Еще как бы немножко рушит тематичность. Вот эта штука называется трюм. И как бы я опускаю из трюма в бухту 2 корабля, звучит, ну так себе. Но я хочу сказать, что да, наверное, с тематичностью не очень здорово, но это же евро, а там не должно быть сильно большой тематичности. В смысле механик, конечно, здесь все здорово. Вот прямо у вас очень удобно сделана вся иконографика, она везде есть, и вот эти соответствия цветов, и вот эти запоминаемые вещи, что за правое всегда там что-то дают, а за левое там что-то. Традиционные для евро вроде бы вещи, но они прям вот удобно сделаны, везде записаны, прям все очень удобно расположено. В этом смысле как бы минус тематичности, плюс оформлению и удобству игры. А вот это очень любопытная связка, она мне понравилась. Рабочие, вот эти в механике размещения рабочих, которые одновременно являются вот этими накопителями ресурсов для движения. Это придает игре определенную кризисность. Ну вот будете играть, там поймете, в какой-то момент ты, значит, думаешь, вот начинаешь считать, да, если я отправлю его туда, у меня же будет меньше на 1, у меня останется 2. Я их отправлю сюда, а уже ничего не остается, я их потом спущу, а куда я потом отправлю 1? То есть вот эта вот кризисность, но одновременно и повышенная гибкость в управлении, потому что вы можете корабли как бы, ну вот, дирижировать ими, как вы задумали.
И это прям похоже на такой набор заправдошнего кризисного менеджера, когда ты можешь одни и те же ресурсы использовать в двух смыслах. На первый взгляд может показаться, что очевидный путь к победе — это клепать максимум кораблей. Даже странно, что кто-то не выполнит там это задание, вы построить 10 кораблей. Ну, потому что 10 кораблей это максимум рабочих, это максимум каких-то вот выполненных действий, максимум полученных ресурсов, и вы, скорее всего, победите. Но это не совсем так. Игрок с меньшим количеством кораблей здесь может обыграть всех за счет правильного распределения усилий. Он вместо производства кораблей будет направлять свои усилия не на зарабатывание очков. И вполне возможно, что, если у них у тех, кто будет клепать корабли, не отыграют какие-то вот вещи типа цели на корабли или что-то еще, то вполне возможно, что он у них выиграет. И даже с вполне приличной вероятностью. То есть, вот эти несколько путей к победе, и искать эти пути, это интересная штука, мне кажется, это в плюс этой игре. В целом не могу сказать, что Амальфи это прям какой-то прорыв в дизайне евроигр. Это качественно сделанное во всех смыслах евро. Несомненно, оно может стать жемчужинкой в коллекции любителей евро. Интуитивно понятные правила и возможность частично продумать свой ход во время чужих ходов позволяют опытным игрокам реально сыграть хорошую евроигру, если не за час, то за час там с какими-то копейками. Причем если их будет там 2 игрока, то они прям с очень большой вероятностью сыграют там за часик. Подытоживая все сказанное, думаю, что игра достойна как минимум того, чтобы ее попробовать. У меня на сегодня все. Играйте в игры японских дизайнеров, играйте в игры про средневековую Италию, играйте в разные хорошие игры. С вами был Павел, вы смотрели канал Geek Media. До свидания, друзья!